Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Судьба находит выход. Пасьянс, Таро прогноз, события до конца января 2025 года. Давайте узнаем, что же на ближайшее будущее нам подскажут карты. И у нас сегодня пасьянс цыганский, старинный, который у меня очень давно, мне очень много лет тому назад подарила его мама. И больше показывают эти карты о событийном ряде, именно о том, что может с нами произойти. И вторая колода Таро мы дополним значение, как наше эмоциональное восприятие или с чем это будет связано. Конечно, будем реалистами, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, не пересдаст в полной мере то, что у вас сейчас происходит в жизни или то, что вы чувствуете, но рассмотреть как один из альтернативных вариантов развития событий. Я думаю, определенно стоит. Мы не знаем, как развернуться в последующем событии, опять же, или как сложится какая-то вокруг нас обстановка, но быть готовым к тому, что, как-то может пойти не так, как мы планировали. Давайте посмотрим в целом энергии. Итак, что нам расскажут карты? В основном это весь 2025 год посвящен тому, что мы себя организовываем, адаптируем совершенно по-новому. Могут и открыться какие-то новости, какие-то тайны. Мы сами в себе можем открыть какие-то таланты, кстати. Для вас это очень актуально, мои дорогие козероги. Ну, давайте узнаем, что же события ближайшего будущего до конца января, с чем это видит карты пасьянса. Раскладываем и смотрим внимательно. А вот смотрите, у вас сразу выпадает якорь, уверенность, стабильность. Значит, где-то как подсказка быть внимательному. И, в принципе, когда все идет своим чередом. Могу сказать так, что не предвидится каких-то синкоп. Ну, давайте посмотрим еще. Или даже если это происходит, вы находите выход из любой ситуации, из любого положения. Вас, в принципе, сложно застать врасплох до конца января. Позитивный момент, прямо скажем, в наше непредсказуемое время. Смотрим, что еще у вас совпадает. Есть какое-то ожидание. Здесь по-разному, безусловно. Кто-то ждет документа, кто-то ждет экзамена, может быть и так. Или какого-то соглашения, важной новости, информации. Кто-то может ожидать денег, вполне вероятно и такое. Но здесь нужно еще и правильно оценить. Или мы просто сидим и ждем какого-то, то, что за нас кто-то решит тот или иной вопрос. Или, то есть, как пустое ожидание. Или мы ждем так, включив критическое мышление, именно подходящий момент. Вот тонкий нюанс это переложите на свою жизнь, на свои обстоятельства. С чем это может быть связано? Но, правда, у кого-то это не пустое ожидание. Скорее всего, вы какого-то момента подходящего случая ждете. Или важные встречи, подписание, может быть, важных бумаг, выпадает корона. Каких-то, может быть, и контактов, мои дорогие козероги, это может быть связано, когда у вас назначена с высоким чиновником встреча, вы записаны кому-то на прием, или вы можете столкнуться с таким человеком. Это могут быть, как, к примеру, важный разговор с руководителем или обещание руководителя. Я, допустим, решу твой вопрос. Или подожди, там, допустим, должность вы хотите какую-то получить. Или любая другая ситуация, которая может быть на работе, и ваши контакты именно с руководством. Где-то тогда вот эти листья, или дерево это называется, или ожидания, с учетом карты якорь, и будет говорить, что ты не гони лошадей. Тут, и надо сказать, Уран в ретро-движении в знаке зодиака Телец. Хоть вы и не тельцы, понятно, но вы прочувствуете, все знаки стихии Земли чувствуют как раз январь более остро. Почему? А здесь все решается как по судьбе, мы говорим. Мы можем не верить в судьбу, мы можем не верить ни в астрологию, вообще ни в какие такие инновационные моменты, когда мы пытаемся себя познать, несколько с другой стороны. Или просто, глядя даже
Наши расклады Таро поразмышлять самим собой, когда выхолощенные конструкции ума на нас не давлеют, а именно какой-то вселенский разум, или назовите интеллектом это по-простому, когда мы новый путь ищем или новый способ решить какой-то вопрос. Старый какой-то метод не сработал, и нам нужно отстроить новые шаги. Так вот, здесь тогда, правда, лучше не торопиться. Здесь все приходит в свое время. То есть это не бесплодное ожидание. Здесь будет больше бонусов, если мы не бежим впереди паровоза. Да, мы действуем, но так слаженно. И мы с вами достали 3 ряда карт, пока я не увидела чего-то другого. Стало быть, правда, в спокойных энергиях. А вот смотрите, для кого-то из вас это может проиграться еще следующим образом, что вам действительно нужно не спешить. Скрытый враг, маска, которая выпадает. Это может быть тот человек, которого вы интуитивно просчитали в своем окружении, вы кому-то перестали доверять. И тогда карта говорит, ты теперь наблюдай. Ты пока эту ситуацию не изменишь. Вот именно до конца января, не такой большой срок. Но, видимо, есть смысл понаблюдать за человеком, проанализировать то, что он делает, и что он позиционирует или транслирует, говорит иными словами. Где-то слова и действия сходятся ли воедино. Может быть, это вы будете анализировать какую-то ситуацию и, опять же, поведение конкретного человека. Но и правда, тут есть момент, когда лучше не торопиться. Смотрю, что у вас еще совпало. А вот смотрите, вы можете ожидать, как я уже говорила, подписание важных документов, каких-то согласований. Знаете, у кого-то, должна сказать, мои дорогие козероги, дело может быть отложено. Вот с учетом того, что нам выпало. Да, как? И такая ситуация может проиграться. Вы ждете, например, подписания документов или какого-то важного разговора высокой инстанции. Может быть, где-то ваша позиция зависит от решения какого-либо человека, и это как ключевая персона на сегодняшний момент жизни. И тогда, правда, не нужно торопиться, потому что вы не можете, первое, что-либо ускорить. Но если мы с вами проговорили про Уран, тут действительно судьба находит выход. Не спешите. Может быть, вы пока еще не можете просчитать какую-то концепцию своего поведения или построения отношений с конкретной, опять же, персоной. Поэтому позвольте этой персоне проявиться по максимуму. Ваша задача наблюдать. Вот я, по крайней мере, вижу так. А то, что вам словно само идет в руки. Или, может быть, предложено куда-то отправиться. Или какая-то оказия у вас получается, вы видите, что да, вот именно в конкретный какой-то момент мне нужно совершить важный разговор. И к этому есть уже предпосылки. Или что-то складывается. Вот тогда пройдите той цепочкой развития событий, которую вам дает судьба. Здесь есть зависимость ваших решений, ваших планов от того, что происходит вокруг вас, от обстановки, от людей. Вот до конца января это присутствует в вашей жизни. Поэтому не торопитесь, сохраняйте свою стабильность, благополучие. И с первого значения нам уже как будто это обещали. Каковы же энергии января для вашего знака зодиака? Более чем положительно. У кого-то может решаться вопрос по части личной жизни. Часто король кубков говорит о том, что это наши близкие. Или конкретно вопрос с супругом или супругой. Неважно, что у нас король, все же мы по полу карту не рассматриваем. Карта может также свидетельствовать о том, что есть заинтересованное в вас лицо. Часто по этой карте идут те люди, которые готовы нам прийти на помощь, на выручку. Сам же общий фон энергии достаточно доброжелательный. И где-то вот это спокойствие, стабильность, то, что мы с вами рассмотрели по якорю, с учетом короля кубков, будет говорить, что вам придется согласовывать 2 направления. Направление денег и где-то направление по части личной жизни. Может быть, вот как раз по королю кубков он ведь тоже достаточно, с одной стороны, прагматичный человек, с другой стороны, обладает прекрасной интуицией. Поэтому и вам нужно будет по полной включить интуицию и те вопросы, которые касаются
важных решений или какой-то конкретики, рационализма нужно решать без эмоций. И наоборот, все то, что требует вашего подсчета, если мы говорим деньги, финансы, или составление важных бумаг, вот здесь эмоции могут помешать. Давайте мы узнаем неожиданные события, но очень положительной энергии. Правда, мои дорогие козероги, никуда не торопитесь. Не так много времени осталось, и даже если что-то происходит, значит, вы сумеете подметить какие-то тонкие нюансы, они для вас будут важны. Может быть, для себя увидите какой-то новый вариант решения того или иного вопроса, но тем не менее, неожиданные события. С чем это может быть связано? Нам опять же про дом или по девятке кубков карта самодостаточности, про деньги. Ну, личная жизнь и решение какого-то финансового вопроса. У кого-то, правда, может быть банально подготовка деклараций или составление отчета каких-то важных бумаг. Или вы ждете денег, мы говорим, деньги придут. Может быть, в самом конце января. Или, по крайней мере, вы уже будете точно знать, ну, если не да, то что деньги на подходе. Какие-то могут быть важные свершения, предложения, может быть, даже контакты. По части можно договориться, например, или какой-то важный разговор с руководителем совершить, или с важной персоной, которая будет способствовать как и решению ваших вопросов, так и тому, что вы можете построить, допустим, карьеру, или как на перспективу для вас могут открыться какие-то новости, я это тоже не исключаю. Но девятка кубков говорит о том, что вы чем-то остаетесь довольны в неожиданных событиях, больше какие-то приятности. Но эти приятности чаще всего именно связаны, что прежде вы правильно приложили либо усилия к чему-то, или уже прежде были какие-то важные люди, может быть, в вашей жизни, с которыми вы озвучивали те или иные вопросы. Была какая-то преамбула перед тем, как вы получаете итог. Почти итог, девятка кубков. Девятка по нумерологии – это момент или число, которое символизирует о переменах. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. Вот в неожиданных событиях какие-то итоги вас тоже могут порадовать. Вы можете даже банально, я понимаю, меня смотрят люди из разных стран, и у кого-то патовая ситуация. Но даже в этой патовой вы себя поблагодарите, мои дорогие, за то, что вы когда-то прежде правильно сориентировались в том или ином вопросе. И, может быть, прежде вы сомневались, чего-то не видели. Может быть, это касается и личной жизни. Но вот теперь вы себя благодарите за правильные решения или правильную оценку обстановки, что вы где-то, может быть, прежде не замечтались. Или, наоборот, может быть, по части личной жизни соединили свою жизнь с правильным человеком. У кого-то и так может быть. Но что-то будет позитивное, это точно. Что же важно учесть? Вам важно оттолкнуться от того, что вы хотите создать. Обратите внимание, четверка кубков. Чаще нам всегда говорят, что ты можешь смотреть как будто вот на эти три пустые кубка или на то, что не может быть продолжено, а самое ценное у тебя сейчас в руках. Это тоже где-то карта свидетельствует о том, что неспешный период жизни. И, видимо, учесть мы с вами говорили, куда-то не торопиться. Здесь больше думать о себе. И то, что вы хотите продолжать, мои дорогие козероги, правда. Здесь не кто-то хочет или чьи-то желания нужно ставить на первое место, а то, что для вас важно на сегодняшний момент жизни и то, что вы хотите продолжать на будущее. Девятка кубков, потом идет четверка кубков, какой-то итог или важное событие. Может быть, это неожиданно решается ваш вопрос. Но это не значит, что вот когда мы, даже если пусть это будет с благодарностью самому себе связано, это не значит, что мы что-то поняли, как эврика, и сразу куда-то мы спешим. Нет, опять же, продолжается какая-то пауза. И с учетом карт пасьянса, ну и всех, наверное, посмотрите, ведь кубки одни выпадают. Поэтому слушайте свою интуицию, и учесть нужно то, что, правда, конец января, не время для спешки. Что важно знать или нужно знать? Маг никуда не торопится. Вы можете столкнуться с таким
Манипулятором, кстати, тоже у нас выпадала маска. И вам придется, возможно, самому одевать маску, потому что по магу мы должны использовать все свои возможности. Маг никуда не торопится, не спешит. В первую очередь он пытается оценить правильно обстановку и его собственные силы. Потом он складывает свое намерение или цель, которую он поставил, и тем, как он может это осуществить в реальной жизни. Вот вам придется что-то просчитывать до конца января. Да, будут бонусы, будут радости, но последующий шаг, мое мнение таково, что несколько приостанавливают как раз карты и говорят, тут по судьбе что-то у вас может быть. И не секрет, когда мы куда-то спешим, мы словно на полном скаку пронесемся и не увидим какой-то тонкий нюанс, а скорее всего с учетом карты мага. Вам и этот нюанс обязательно нужно заметить или что-то просчитать. Но у вас сильная позиция. Карта мага еще говорит нам о том, что не допускайте для себя, мы можем расценить, кстати, четверку кубков не только как ожидание. Я сказала вам, нам нужно смотреть не в том направлении, где 3 пустые кубка, а то, что важно для нас. Или ваша в чем сила, что для вас наиболее актуально. Но есть еще и по этой карте разочарование. Или какая-то пауза, как стопор, которая могла произойти именно потому, что мы, к примеру, не осуществили намеченный план в те сроки, когда мы это представляли. И все же тогда нам говорит, не допускайте грустных мыслей. Когда выпадает карта мага, повторяюсь, очень важно не устраивать себе ненужной глубокой философии на мелком месте. И что немаловажно, не сомневаться в себе. Мысль материальна, помните об этом. То, что мы думали вчера, воплощается в нашей жизни сегодня. Мы можем, опять же, и не верить в судьбу, мы можем не верить в высшие силы. Здесь у каждого какие-то свои намерения, цели и свое восприятие мира. Но высшим силам тоже все равно, верим мы в них или нет. Поэтому какое-то воздействие, буквально судьбоносное, оно присутствует в вашей жизни до конца января. И, может быть, эта судьбоносность будет и как раз и означать, ты куда-то не спеши, а как раз подмечай какие-то тонкие нюансы. И абсолютно точно верь в себя, в свою звезду. Вы сильные люди, мои дорогие козероги. Вы надежные люди. Единственные, может быть, в знаке зодиака, среди всех знаков зодиака, которые могут очень длительно, упорно и работать, и выдерживать как и эмоциональное напряжение, так и физическое напряжение. Да, именно за счет вашей настойчивости, за счет того, что вы умеете хладнокровно подойти к той или иной ситуации. Где-то, может быть, не добавляете для себя сентиментов. Вот как раз сентименты стоит добавить в январе, я бы сказала. Но, тем не менее, если вы сталкиваетесь с какими-то обстоятельствами, непреодолимыми событиями, нет ничего, чтобы козерог не мог преодолеть. И вот эти качества ваши нужно перевести в какой-то новый формат, как по магу. Ведь маг – это волшебник. Поэтому иррациональное, то, что мы еще через свой собственный опыт не прошли, до конца января для вас нужно знать, что именно вот этот какой-то тонкий нюанс вам нужно или увидеть, или переложить на свою жизнь, на обстоятельства жизни. По сути дела, верить в свою звезду, в свою судьбу и то, что вы можете осуществить любое намерение. В чем риск? Давайте узнаем, в чем же риск для козерогов до конца января. О чем нам расскажут карты. По десятке жезлов мы можем поставить для себя какие-то рутинные обязательства выше, чем наши намерения. У вас очень добрые карты, посмотрите. Для кого-то буквально быт засосал, как будто закрутил. По десятке жезлов вы можете участвовать в каких-то делах, которые интересны другим людям. Или, может быть, это ваша ответственность перед кем-то. Но именно теперь карта говорит: обязательно отдыхай, режим труда и отдыха. Уставшие люди делают ошибки, в этом тоже будет определенный риск. Может быть, поэтому нам говорит четверка кубков: ты сейчас удели внимание самому себе. Посвятите тому, чем вам хочется заниматься. Потому что по десятке жезлов мы всегда включились в какой-то труд, и мы настолько в нем увязли, что мы забыли про самих себя. Вот в этом конкретно будет риск. Что вас удивит? Получение денег.
или помощь конкретного человека. Вот как раз у нас выпадает первая карта, мы с вами об этом говорили. Помощь высших сил. Не торопитесь, мои дорогие. Здесь, правда, судьба находит выход. Нечего добавить. К чему все идет? О, сильные эмоции. Может быть, поэтому карты говорят: подожди, козерог, не гони лошадей. Карта дьявола, она говорит о том, что мы имеем четкое намерение и цель. Причем эта цель сродни, тому, что мы как одержимые становимся. Да, безусловно, какие-то и вредные зависимости идут, да, или вредные привычки. Или ведь эта вредная зависимость может проиграться как трудоголик. И среди вас, я лично знаю, точнее, не знаю ни одного козерога, который бы не был этим трудоголиком, мои дорогие. Вот это точно. И ослабьте хватку в отношении самого себя. Вот именно теперь вам нужно переключиться на энергии мага. Здесь может быть очень сильное какое-то желание, но не все зависит от вас. Тут будет зависеть от внешних обстоятельств, событий, от какой-то, может быть, ситуации с конкретным человеком. Вам как магу придется что-то просчитывать. Вам придется быть серым кардиналом, мои дорогие козероги. Но у вас хватит физических сил. И, кстати, часто 15-й аркан, он и говорит о нашем физическом здоровье, поэтому если кто-то чувствует себя, скажем, не очень хорошо, здесь как раз может быть достаточно отдыха для того, чтобы и привести мысли в порядок, и заодно дать себе паузу. А для кого-то это больше бодрости, или вы прочувствуете улучшение состояния здоровья, а для кого-то, ведь это карта материализма. Это как раз про деньги. И здесь получение денег для кого-то может проиграться. Тех денег, которые вы ожидали очень давно. Они как будто придут, но будьте осторожны. Иначе какая-то игра может перейти в опасность. Мы поэтому и не должны куда-то торопиться. Давайте достанем карту «Совет». Что же посоветуют нам карты? Вот удивительно, и карты Таро, и карты пасьянса говорят не спешить. Но быть магом и волшебником — совет. Карта императрицы — это символ нового я. Ваше благополучие сейчас на кону. И здесь и деньги, и вопросы у кого-то проиграются дома, жилища, вопросы личной жизни пары. Может быть, для кого-то страстная любовь, мои дорогие. Мои дорогие девочки, если это целесообразно по возрасту, по вашим намерениям и целям, я жду ребенка, сообщение. Кроме того, императрица плодовита не буквально, но есть еще и плодовитость на наши какие-то внутренние инсайты, на то, что у нас появляется новый проект, и значит проект следует сохранять. Может быть, где-то карты говорят: не торопись его озвучивать, кстати. Продумай, как ты будешь это осуществлять. Но это еще и у нас карта статуса, и поэтому для кого-то вопросы статуса по личной жизни или по части работы могут быть актуальными в этот период времени. Благополучная карта, мои дорогие козероги, и это благополучие вам придется где-то сохранять или продумывать ваши дальнейшие шаги, но определенно куда-то не спешить, не торопиться и дать себе отдых. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.